Духи этого дома. Привет, друзья! Небольшая, но очень важная информация. Меня не было некоторое время, потому что я болел, получил серьезный ожог. И это не просто ожог, а ожог в виде лика лица демона. Обычно мистику я ищу сам, но в этот раз мистика сама нашла меня. Но в это время я не просто болел и не лежал на кровати. Итогом этого больничного стал мой первый роман «Голос, который меня написал». Без спойлеров скажу одно. Это по-настоящему мрачный, мистический, психологический триллер. В романе нет абсолютно никаких розовых фильтров. Эта книга не для слабонервных. И если вы готовы погрузиться на самое дно человеческого безумия, книга вам точно зайдет. Книга уже переведена на 2 языка. Приобрести книгу на русском можно на Литрейс, а английская и испанская версия ждут вас на моем Бусти. Все ссылки в описании и закрепленном комментарии. И огромная личная просьба к вам, друзья. Перейдите по ссылке на Литрейс и подпишитесь на мой профиль автора. Это совершенно бесплатно. У вас это займет ровно 3 секунды. Можно авторизоваться с помощью ВК. А для меня это станет огромной поддержкой и поможет мне с продвижением на платформе. Погнали! В каждой глухой провинции есть свои негласные правила. Места, куда не ходят даже днем. И тайны, о которых старики предпочитают молчать. С самого рождения родители вбивали детям, живущим в этой деревне, один строжайший запрет. В лесу в 10 километрах от их поселка стоит одинокий заброшенный дом. И к этому дому ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться. Без каких-либо объяснений. Просто короткое «нельзя». Но запретный плод всегда манит. И ребята решили бросить вызов местным легендам. Они соврали родителям, что пойдут в обычный поход, а сами направились прямиком к этому дому. Решили устроить там ночевку. Они добрались до места и зашли внутрь. Дом оказался крепким, но внутри, конечно, была разруха. Чтобы как-то устроиться на ночевку, первым делом они начали сгребать старый мусор, убираться. Расчищали пол, переговаривались и смеялись, как вдруг дом заставил их замолчать. Прямо над их головами на чердаке раздался звук. Чердак словно застонал под тяжестью того, что было сверху. Раздалось тяжелое глухое шуршание, как будто что-то тучное, бесформенное по чердаку волокло свое тело прямо над их головами. Оно не просто ползало, оно целенаправленно волочило свое тело к чердачному люку, словно прислушиваясь к тем, кто сейчас был внизу. От этого живой ужас накрыл ребят так, что они пулей вылетели из дома и побежали обратно в свой поселок. Эта история не давала мне покоя. Этот заброшенный дом полностью отрезан от цивилизации. Там нет дорог, нет связи и ни одной живой души в радиусе 10 километров. Я еду туда, чтобы выяснить, сыграла ли злую шутку с ребятами их воображение или в том доме действительно что-то обитает, терпеливо ожидая новых гостей. Друзья, нашел я этот дом. Люди так убегали, что даже дверь не закрыли. Сейчас пойду осматривать. Честно, после истории немного не по себе. Но, правда, я и не в таких страшных местах бывал, наверное, и на самом деле не знаю, насколько страшно это место.
Видно, что складывали хлам весь туда. Действительно видно, что люди убирались, но не доубрались. Оставлен беспорядок все равно. Возможно, эта история и была правдой. Как бы там ни было, сейчас я принесу сюда сумки, оборудование, все вещи и буду ждать вечера. Итак, друзья, наступил уже вечер, время к 10. Мне рассказывали, что у них это произошло именно в вечернее время. Дальше, конечно, они тут уже не были. Я уже пока установил все камеры и приборы, но за то время, пока здесь был, ничего не происходило. Сейчас буду приступать к налаживанию контакта. Если меня кто-нибудь слышит, вы можете ответить мне? Если меня кто-нибудь слышит, ответьте мне. Духи этого дома. Такое чувство, что голос был из глубины. Может быть, поймал какой-то сигнал? Так, прибор поиска молчит.
Тут есть кто-нибудь? По приборам тишина. Кто бы ты ни был, скажи мне, это ты обронил банку? Не знаю, друзья, вряд ли это могла быть мышь, но не могу утверждать, что это был призрак. Пока просто это зафиксирую. Кто бы ни был в этом доме, я прошу тебя ответить мне. Кто бы ни был в этом доме, я прошу тебя ответить мне. Слышали? Что это было? Друзья, этот прибор Мишка, он молчит. Если бы это упало здесь, если звук шел отсюда, и это было бы что-то паранормальное, он бы обязательно сработал. Поэтому я думаю, это либо мышь, либо птица залетела и что-то обронила. Кстати, не помню эту банку. Может, на подоконнике стояла. Сейчас такого, что мне рассказывали, нет. Но как будто что-то да и есть в этом доме. Уже было 2 падения банки и по рации какой-то странный голос издалека. Сейчас проведу эксперимент. У меня 2 рации. Одну рацию буду оставлять в одной комнате, а сам уходить в другую. Возможно, таким методом мне и удастся выйти с кем-нибудь на контакт. Так, начну со входа. Ответь мне. Ничего. Ты слышишь меня? Если ты слышишь меня,
Дух, который находится в этом доме. Ответь мне. Дух, который находится в этом доме. Если ты слышишь меня, ответь. Пока что ничего. Спущу рацию в подвал. В подвал решил спустить рацию на веревке, чтобы туда не ползать. Вон он там. Если меня кто-нибудь слышит, дайте знак. Ответьте мне. Мишка сработал. Да ё-моё. Этот прибор мог сработать только в одном случае, если рядом с ним прошло что-то паранормальное. Здесь действительно кто-то есть. Кто здесь? Там стоял карниз. Зеркала. Здесь два зеркала. Кто ты? Кто ты? Воды? Кто ты?
У меня в термосе есть немного воды. Давай сейчас я налью. Я налил тебе воды. Ты можешь попить. Я налил воды. Я налил воды. Звуки из подвала. Может, нужно отнести в подвал? У меня как раз там рация. Да. Черт. Рация. Твою мать. Сейчас мурашки по телу прибежали. Кто-то просит воды и зовет в подвал. И оно оборвало мою рацию. Я кину в подвал медведя, чтобы проверить точно, там оно или нет. Оно точно там. Вон моя рация. Рация моя там. Я налил тебе воды. Ты можешь попить. Вода в подвале. Я налил тебе воды. Ты можешь попить. Что за ерунда? Она вылила кружку с водой. Слышите? Она уже сверху.
Кто-то точно шел. Надеюсь, что камера записала. Хватит со мной играть. Назови свое имя. У меня здесь нету больше воды. Это он так разозлился из-за того, что я сказал. У меня здесь больше нет воды. Ты здесь? Ты здесь? Я слышал, как ты шел сзади за мной. Послушай, я не желаю тебе зла. Да блин. Я лишь хочу поговорить с тобой. Узнать что-нибудь про загробный мир. И, возможно, как-то тебе помочь. Скажи мне, кто ты? Ты один где-то гулял, и с тобой что-то случилось плохое? Я же сказал, у меня здесь больше нет воды. Снизу какой-то удар. Тихо, тихо, тихо.
Покажись мне. Фонарик садится. Стул в подвале. Послушай меня. Давай поступим так. Я сейчас уеду и в следующий раз приведу тебе много воды. Ты взамен расскажешь мне, кто ты. И мы с тобой поговорим. Если ты согласен, стукни в стену или куда-нибудь один раз. Один удар. Он согласился. Подводя итоги вылазки, я действительно не думаю, что в этом доме обитает зло или тем более демон. Мне кажется, что это призрак, которому по какой-то причине очень нужна вода. Возможно, он вообще говорил не со мной эти странные слова. Один гулял, гулял один, пока я не понимаю, что они могут значить и кому они были адресованы. Но, с другой стороны, он меня точно понимал. Когда раздался один стук, это был точный ответ, тем самым он дал свое согласие. Это точно не злая сила, и поэтому мне безумно интересно разобраться в этой истории. И уже в ближайшее время я собираюсь туда вернуться. Друзья, и еще один короткий момент. Напоминаю, у меня к вам огромная просьба, которая для меня очень важна. Перейдите, пожалуйста, по ссылке на мою книгу в Литрес и подпишитесь на профиль автора Литрес, на меня. Это абсолютно бесплатно и делается в пару кликов. Там не нужна сложная регистрация, можно зайти даже через свой ВК. Для вас это ничего не стоит, а для меня дает дополнительные бонусы как автору Литрес. Так что проходите по ссылке, жмите подписаться. Каждому, кто это сделает, огромное человеческое спасибо. До скорой встречи.